Ну, в общем, устали мы отдыхать. Нашли с мужем дома материалы, которые остались после ремонта. Склеил он мне камин. Значит, здесь у нас кирпичики со стены остались. Вот единственное, мы зеркало купили. А это все у нас было. Молды. Вот такой вот материал. Я не знаю, что это. Мы утепляли балкон этим. Вот. Купили сегодня готовые элементы. Вот сейчас приклеим. Вот так вот. И буду я декорировать. Покажу дальнейшее, что получится у нас. Это уже второй наш камин. Один мы делали на работу мне, но немножко он был другой. Здесь мы усовершенствовали его. Ну, я думаю, что-то получится все равно красивенькое. Шпаклевочка. Прохожусь здесь во всех швах, чтобы было ровненько под краской. А потом сверху краска. Все стыки нужно заделать. Шершавая поверхность, и нужно прям краску вот так забивать, чтобы закрыть все погрешности. Видимо, вот получится у меня какой-то эффект бетона. Но то, что поверхность будет шершавая, это точно не будет у меня гладкой поверхности, потому что это не фанера и не дерево. Поэтому вот такое что-то получится. Ну что, вот так выглядит два слоя моего раствора. Краска, шпаклевка сухая и немножко водички. Я думаю, что это мало еще. Сейчас буду делать два слоя на тон светлее, чем вот этот. Ну, он такой бежевый, не передает, конечно, телефон. Ну, сейчас буду светлее делать. Вот настолько изменился цвет. Это нижняя подложечка, а это я просто беру. Вот здесь у меня намешала я краску Deluxe с колером кофейным. И беру просто... ну и шпаклевка, естественно, сухая. И сейчас я просто крашу. А где мне нужно будет, тогда буду делать вот такие вот вбивающие движения. Вот видите, как получается вот такая поверхность. Вот так выглядит мой камин уже сейчас. Внутри покрашены кирпичики белым цветом. Ну, я красила, в общем-то, хаотично. Где-то недокрашено, где-то прокрашено. Ну, специально такая задумка у меня. Далее, значит, сейчас я выделяю элементы. Взяла красочку потемнее оттенок, чем сам камин. И, значит, отбила его на картоночке, этот цвет. И сейчас наношу такими легкими движениями, в общем-то, чтобы выделить цветом потемней, чтобы он у нас выделялся на фоне камина. Но это еще не все. Сейчас я выделю элементы. После этого я весь камин залакирую. Лака нанесу минимум слоя 3. И потом возьму патину винтажную и уже буду работать с винтажной патиной. По ходу дела я решила вот эти выступающие элементы тоже их покрыть хаотично, выделить объем тоже сухой кистью вот таким образом. Не знаю, не видно, наверное, вот. То есть как бы вот такие непрокрасы. Потемней оттенок. Вот так. Мне нравится. Ну, конечно, камера не передает. Ну, вот такие они. Отбиваю кисть
сначала в краску, потом отбиваю ее, чтобы она была, ну, в общем-то, сухой. И легкими движениями начинаю вот так наносить на все выступающие элементы. Вот видно, фокусируется. Вот видно, что немножечко темнее оно, чем сам цвет моего камина. Прям вот так вот беру и наношу. Куда попадет, туда и попадет. Вот мой элемент уже после патины. Сейчас я сюда тоже буду ее наносить. Просто вот так в углубление наношу. И салфеточкой все лишнее сотру. Взяла салфетку влажную и стираю. Где мне хочется, я еще могу добавить. Вот так она заходит в углубление. Оставлю ненадолго и сотру. Такая жиденькая. Если нет патины, то можно использовать воск. Если нет ни того, ни другого, то можно краску прям жиденько разбавить, ну, коричневую. И ее также наносить и стирать. Она попадет в углубление и даст вам вот этой винтажности. Вот с патиной элементы, а вот без патины. После патины эффект сухой кисти. Беру кисть, макаю ее в белую краску, хорошо отбиваю и начинаю наносить на наш элемент. И он становится у нас намного объемнее за счет вот этой белой краски сухой кисти. Так вот. Покрасила я верхнюю часть камина более темным цветом. И сейчас прохожусь сухой кистью по нему, дабы немножко передать посветлее цвет и выделить фактурки, которые здесь есть. За счет, помните, первых слоев шпаклевки и краски. Вот такая вот фактура получается. Можно сказать, тут и многослойное окрашивание, потому что 2 цвета краски смешалось. Вот так вот прохожусь прям везде. В принципе, это конечный результат. Сейчас закончу и сниму уже прям все во всей красе камин. Хочу еще раз вам показать свой камин, который уже готов. Уже он используется хорошо. Гучик вон любуется в зеркало собой. Вот. Такой он, именно такой он при дневном свете. Вот такой у него цвет. Фактурки видно. Покрыт он лаком. Значит, вот эта часть покрыта, ну, где-то раз 5. А вот сама верхняя часть покрыта, ну, где-то 8 слоев акрилового лака на водной основе, то есть можно спокойно протирать его. Ну, в принципе, его можно весь протирать. Книжки я специально состарила для камина. Сделала их еще старее, чем они были. А вот, собрала все, что тут у меня было, пока поставила. Книжечка еще одна, тоже старенькая.
очень прошлого века. Вот такой вот каминчик. Красивый. Где-то он метр. И высота его 80 сантиметров. Большой. Прям таки большой. Не бойтесь. Делайте, экспериментируйте. И все у вас получится.